Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию интервью с Константином Натановичем Боровым, известным политиком, оппозиционером и общественным деятелем. Сегодня мы поговорим о 50-х годах, о борьбе с космополитизмом, о последних годах жизни Иосифа Сталина и о том влиянии, которое он оказывал в течение жизни и оставил после. Перед тем, как мы начнем, я хочу попросить вас, дорогие зрители, подписаться на канал Константина Натановича, на наш канал Stateside View, а также распространять данные материалы в социальных сетях. Также хочу напомнить, что ваша поддержка играет важную роль в развитии канала и помогает создавать еще лучший контент для вас, позволяет сделать видео еще более интересными и качественными. Поэтому при желании помочь развитию канала Константина Натановича в описании есть информация о том, как это можно сделать. Спасибо большое, а мы начинаем. Константин Натанович, ваше детство пришлось на 50-е годы. Как вы чувствовали и потом понимали, что произошло? Я родился в 1948 году. Это период начала борьбы с космополитизмом. Такая очень мощная кампания, она продлилась до дня смерти Сталина и прекратилась просто вот на следующий день после смерти великого кормчего, великого вождя. Началось все после войны. В общем, Советский Союз был в союзнических отношениях с Великобританией, Соединенными Штатами, Францией. И почти сразу начались разночтения. То есть в Ялте до этого, при других совещаниях, союзники фактически разделили Европу на две части. Восточная ее часть перешла Советскому Союзу, а западная – союзникам, Соединенным Штатам, Франции, Великобритании. И все было бы хорошо, но Сталин почти сразу начал политику такую принуждения. И уже в 1946 году Черчилль, выступая в одном из колледжей в Соединенных Штатах, сказал о том, что на Европу упал железный занавес. Это было просто признание факта. Те страны, которые оказались в зоне влияния Советского Союза, в них, конечно, очень быстро были отменены все демократические принципы, основы. Речь это была о 1946 году, и тогда же родился этот термин вот, «железный занавес». Сталину эта речь Черчилля очень не понравилась, и в общем, начиная с этого момента, началась, по признанию и западных историков, и советских, началась холодная война. Сталин воспринял это выступление, речь Черчилля, как вызов ему лично. И если до этого он предполагал, что западные союзники будут терпеть, так сказать, его выкрутасы, его авторитарность, его, ну, не только его, Советского Союза, авторитарность, подавление всякого инакомыслия, то после этой речи просто все встало на свои места, да, авторитарный режим, советский, коммунистический, не предполагающий никаких элементов демократии в странах, оккупированных Советским Союзом, потому что это была настоящая оккупация. В них открыто действовали спецслужбы советские и занимались репрессиями. Значительная часть думающей составляющей общества подверглась репрессиям, людей расстреливали как врагов народа, высылали в другие регионы Советского Союза и в ГУЛАГ, в тюрьму. Там у всех была разная судьба. Но вот страны Балтии, они фактически были оккупированы дважды. Первый раз в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа в 1939-1940 году. Вот, а второй раз после войны. И начиная вот с этого момента
с 1948 года началась вот эта самая кампания борьбы с космополитизмом. В общем, Сталин опасался того, что вернувшиеся победители, воины, победители, вернувшиеся с Запада, они действительно увидели, что это другая жизнь, другие страны, по-другому устроена эта жизнь, люди думают по-другому. И он очень опасался вот этого западного влияния. Поэтому почти сразу началась борьба с безродным космополитизмом, как это тогда называлось, с влиянием Запада, американского, французского, британского империализма. Людей просто начали сажать за высказывания поддержки. Там, вот, возникла статья в период борьбы с космополитизмом. Статья, она так и называлась, значит, поддержка американской демократии или западной демократии, или западного образа жизни. Восхищение американской техникой. Просто статья Уголовного кодекса. Вот эти автомобили, джипы, которые по ленд-лизу передавали, но они были очень сильно, они отличались от советских автомобилей. Вот это высказанное восхищение техникой, восхищение американской техникой, это было уголовное преступление. И почти сразу там событие еще одно произошло. В 1948 году образовалось государство Израиль. И Советский Союз, Сталин поддержали образование Израиля. Сталин рассчитывал на то, что Израиль превратится в одну из республик СССР. Тем более, что в Израиле оказалось очень много людей с левыми взглядами. Из Европы, из Соединенных Штатов. Создавались такие кооперативы коммунистического труда, но они до сих пор существуют в Израиле, где люди не получают зарплату, все складывается в общак, так сказать, и кооператив несет ответственность за каждого своего члена, и когда ему нужно там что-то купить, на общем собрании принимают решение купить ему. Но Израиль очень подвел товарища Сталина. Он решил, государство Израиль решило быть открытым демократическим государством. Начало поддерживать отношения дипломатические со всем миром, Соединенными Штатами. И это не просто расстроило товарища Сталина, а вызвало гнев. Оказалось, что вот это влияние Советского Союза на Израиль было эфемерным. Израиль не подчинялся Советскому Союзу. То есть это история та же, что и с Югославией получилось. То есть Югославия, она Брос Тито, он вроде и социализм строил, и она такая социалистическая страна, но подчиняться Сталину он не хотел. И тоже попал в страшные враги Сталина. И тоже было организовано очень много покушений на Иосифа Брос Тито. И покушения продолжались до тех пор, пока Брос Тито не поймал одного из чекистов засланных, чтобы убить его. Сказал: передай Сталину, что я не буду посылать там десятки человек, я пошлю одного. И он решит проблему. И отпустил этого убийцу. Тот передал все там, Сталину или своему руководству. После этого прекратились попытки убийства Иосифа Брос Тито. Вот. И эта кампания очень быстро превратилась в такую антиизраильскую, антисемитскую кампанию. Во время войны был создан такой еврейский антифашистский комитет. По главе его был известный тогда артист Михоэлс, гениальный артист. Вот. И
В тот момент, когда Сталин... Этот комитет был очень полезен. Они разъезжали по всему миру, призывали помогать Советскому Союзу. Советский Союз не был в состоянии производить современную военную технику тогда. Был в очень отсталом состоянии. И если с помощью немцев, американцев в довоенный период удалось решить проблему индустриализации, то, скажем, вот военной техники явно не хватало. Не было современных самолетов, не было современных, в общем, всей техники. И началась программа Ленд-Лиза, поставка техники из Соединенных Штатов в огромных размерах, и даже горюче-смазочные материалы поставлялись, одежда, в общем, много чего. Потом это все, конечно, было забыто, и Советский Союз этого не признавал, вообще не признавал союзников. С точки зрения идеологии, это была победа в Великой Отечественной войне, победа советского народа, а не союзников. Тем более, что когда началась Вторая мировая война в сентябре 1939 года, Советский Союз, Сталин находились в договорных отношениях с Гитлером, с нацистской Германией. И в соответствии с этим договором, пактом Молотова-Риббентропа, была разделена Польша. Сталин захватил страны Балтии, а Германия там со своей стороны. И в сентябре 1939 года Советский Союз, начало Второй мировой войны, не вступил в войну. В эту войну вступила Великобритания, чуть позже Соединенные Штаты, Франция, а Советский Союз был в союзнических отношениях с Германией. Добавилась эта антисемитская составляющая, очень мощная. Начались процессы над этим еврейским антифашистским комитетом. Председатель его был убит. Михоэлс, его убили. Но все это оформили как автомобильную катастрофу. На него наехал грузовик. А остальных членов еврейского антифашистского комитета их фактически отстранили от работы. Некоторых расстреляли, некоторых сослали в лагеря и заключили, тюремное заключение произвели. И начала разворачиваться такая мощная антисемитская кампания в Советском Союзе, особенно в крупных городах. И в 1953 году она закончилась таким процессом врачей-убийц. Это врачи, которые якобы пытались убить советских руководителей. Там производились пытки. Несколько человек просто их убили во время этих пыток. Но в момент, когда Сталин умер, в день, все это прекратилось, и уже через несколько дней было объявлено о том, что они ни в чем не виноваты, но в течение нескольких лет, с 1948 года до 1953 года, шла эта мощная кампания, которая сопровождалась еще и такими явлениями, как борьба с разрушительным влиянием Запада. Почти во всех областях науки сталинские соколы обнаружили такую разведывательную, деструктивную деятельность ученых. Оказалось, что генетика – это не наука, это форма нанесения ущерба Советскому Союзу, человечеству. В список этих наук разрушительных попал кибернетика. Кстати, Советский Союз на десятилетия отстал от всего остального мира в разработке компьютеров именно из-за этого. И это было сложное время.
Мои бабушка и дедушка, которые жили в Москве в это время, они в Виннице родились. Вот, они испытывали очень серьезные проблемы, потому что они просто не могли, у них очень типичные еврейские были лица, внешности, они просто на улице не могли появляться. Однажды, как мне отец рассказывал, просто их избили. Их высадили из автобуса, вот какие-то там чекисты устроили скандал, что всякие тут евреи ездят на наших автобусах, их высадили, избили, и им пришлось там пешком добираться уже совсем не молодым людям. Вот сложное время. Ужасно. Это все, конечно, ужасно. А, Много ли ваших родственников попали под репрессии? Ну, у меня много было родственников евреев, да. Многие потеряли работу, ученые. На этот период там была такая направленная работа. В 1948 году был создан отдел при ЦК КПСС, отдел пропаганды, который возглавил такой государственный деятель Жданов. И первое, чем он занялся, он начал разбираться с евреями в литературе, с евреями-критиками, значит, появлялись учеными то же самое. Более того, это очень смешно было, что они пытались объявить не только кибернетику лженаукой, но и ядерную физику и квантовую механику. Но в это время шла разработка ядерного оружия. И когда Жданов, вот, другие активисты ринулись на борьбу, видя успех, так сказать, своей деятельности, ринулись на борьбу с учеными, разработчиками ядерного оружия, то их очень быстро остановили, сказали: ребята, вот сюда не заходите. Вот там, ну вот Ландау, может быть, вы слышали, там очень много было евреев, теоретиков, которые принимали участие в создании ядерного оружия или в адаптации секретов, украденных в Соединенных Штатах. В это время мой отец, да, ему рекомендовали там взять отпуск, у него был такой очень длительный академический отпуск. Его, в общем, коллеги по работе пытались защищать, конечно, многих евреев, хотя искусственно эта кампания разогревалась вот этим самым пропагандистским центром Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, структурами Комитета государственной безопасности. Вот сотрудники. У меня был такой очень интересный случай. В 1995 году был суд над Валерией Новодворской, и в качестве эксперта по ее текстам ее обвиняли в ненависти к русскому народу, в националистической деятельности. Она боролась с Первой Чеченской войной. И один из этих экспертов вдруг начал цитировать нацистскую литературу. Мне показалось это странным. Нацистскую литературу, экспертную литературу, которая устанавливала вот эти факты влияния еврейских националистов в период нацистской Германии. Понимаете, ну ладно бы в Советском Союзе, но уже в демократической России цитировать такие произведения. Я очень дружил тогда с Александром Николаевичем Яковлевым. Это бывший член ЦК. Он меня даже попросил, я был его помощником, он руководил телевидением. Я его попросил, у него был допуск к архивам ЦК, к архивам КГБ. Я его попросил выяснить, передал данные, которые у меня были на этого эксперта, эксперт прокуратуры. Кто он такой, почему он такой странный.
ну, действительно, представляете себе, нацистов цитировать, там, ну, не Геббельса, но каких-то теоретиков, расистов. Вот. И вдруг он вытащил документы, и оказалось, что это бывший следователь на процессе врачей. Один из тех, кто занимался пытками этих врачей. И как многих сотрудников КГБ, причастных вот к этим делам, его попытались скрыть от следствия. Там было проведено следствие, было некоторые особенно яркие следователи, которые ну, вот, были замешаны в пытках, их просто расстреляли. Ну, несколько человек. А этого, я уже не помню, как его зовут, его спасли, его послали резидентом в Сингапур. И он там просидел следующие 25 лет и вот появился. Дело в том, что они очень плотно работали до войны с нацистами, с гестапо. Известно, что КГБ или МГБ, я не помню, как они, НКВД, наверное, до войны, они были в дружеских отношениях, Советский Союз дружил с нацистской Германией, и они обменивались информацией. И более того, в книге «Крутой маршрут» матери Василия Аксенова, она описывает, что у них были даже те же пыточные инструменты, что и у нацистов. Там вместе с ними в женских камерах сидели немецкие коминтерновцы, которые говорили, что ну, просто копии этих самых пыточных инструментов. Вот. Так что вот так неожиданно пересекались эти места. Константин Натанович, расскажите, пожалуйста, поподробнее о деле врачей-убийц, как оно вообще стало возможным, какие мотивы и цели были в этом деле? В какой-то момент появилась такая медсестра Полищук, сотрудница КГБ, которая дала показания на врачей, лечивших вот этого самого Жданова. Он умер. И она доказывала в своем заявлении, которое было потом опубликовано, широко обсуждалось, она доказывала, что это были врачи-убийцы. Они нарочно убили нашего дорогого товарища Жданова и готовили убийство товарища Сталина. И началась такая настоящая пропаганда, пропагандистская кампания. Это 1953 год. Пропагандистская кампания, люди просто в поликлинике приходили, боялись приходить, или там приходили, кричали на этих врачей, избивали их, вот, называли убийцами, ну, только в крайних случаях пользовались услугами. Считалось, что это доказанный факт, что это еврейское подполье, которое вот занималось убийством советских начальников, бюрократов, советских служащих. Это была очень мощная кампания, и все газеты печатали сообщения о разоблачении очередного врача-убийцы. Такая, ну, истерика была в обществе. Истерика, которая очень умело подпитывалась спецслужбами КГБ и литературой, пропагандой, газетами. Печатались списки, они не ограничивались только врачами, печатались списки разоблаченных литературных критиков, печатались их фамилии, которые они использовали, и их настоящие фамилии, еврейские. То есть это была такая антисемитская кампания, результатом которой, как говорили исследователи, должна была стать операция по выселению евреев на Дальний Восток. Уже готовы были составы в еврейскую автономную область. И планировалось, что в пике, так сказать, вот этой кампании антисемитской
советская власть казнит в крупных городах несколько евреев публично. Они будут повешены там в Москве на Красной площади, публично, официально. То есть это такая кампания. Академик Минц, известный вот факт, он ездил по Москве и у известных ученых евреев собирал подписи под обращением к Сталину с просьбой спасти еврейский народ, выселить его на Дальний Восток, вот в эту еврейскую автономную область. Вот. Но все закончилось просто смертью Сталина, и тут же родилась еще одна конспирологическая теория, что он был убит своим окружением, Лаврентием Берием. И, это маловероятно, но как версия тоже интересно. Вопрос к данной конспирологической теории. Почему Сталин арестовывал жен руководителей страны? Это интересный, отдельный факт. Он таким образом, как мне кажется, тестировал их лояльность. Мой дед, который в это время был уже в лагерях, его выпустили, он был свидетелем на процессе Берии, его выпустили через год после этого. Сталин арестовывал жен практически всех активных партийных деятелей своего окружения. Жена Молотова, Жемчужина, сама по себе известный очень деятель революционного движения, была арестована, находилась в ГУЛАГе, в лагерях. Жены очень многих людей из ближайшего окружения были арестованы. Их не пытали, и от них не пытались получить показания на собственных мужей, но они находились в местах заключения, кто-то в тюрьме, кто-то в лагерях. Вот это говорят, что Сталин, то есть не говорят, это известный факт, Сталин, у него была очень маниакальная психика, он боялся преследований, кроме всего прочего. У него были, по признанию одного из врачей, который его лечил еще в 30-е годы, у него был маниакально-депрессивный психоз и там варианты шизофрении. Вот, этого врача, кстати говоря, именно за этот диагноз и расстреляли. Вот. Может быть, он просто опасался, боялся того, что его отравят, убьют. После начала войны, когда Гитлер напал на Советский Союз, Сталин несколько недель находился в изоляции, и когда к нему приехали члены Политбюро просить его выступить, начать активно действовать, потому что, как при всяком авторитарном режиме, управляемость власти зависит от одного человека. Он был напуган, он боялся, что его приехали арестовывать. Перед началом войны фактически были уничтожены лучшие военачальники Советского Союза, там Тухачевский, другие, они были расстреляны как враги народа, как предатели. Сталин нанес колоссальный ущерб. Сам по себе вот этот вот пакт Молотова-Риббентропа, это тоже была огромная ошибка, благодаря которой фактически был разрушен защитный вал, который существовал до тех пор вдоль западных границ Советского Союза. Советский Союз переместил свою границу далеко на запад, и нового вала, новых защитных сооружений еще не успел возникнуть. Константин Натанович, почему понятие дыхания Чейна-Стокса так стало популярным в то время? В советских газетах в связи с тяжелым состоянием Сталина начали печататься хроники состояния вождя.
И вот это выражение, значит, что у Сталина дыхание Чейна Стокса, оно было в нескольких сводках. Всем уже было ясно, что он умер или умирает. И говорят, что все эти сообщения, они были уже после смерти. Просто окружение Сталина готовилось к новой конструкции управления страной. И они, собственно, боялись объявлять о смерти Сталина. Вот. Для многих было понятно, что Сталин умирает или умер. Вот, поэтому сейчас, когда говорят о том, что люди соскучились по Чейну Стоксу, имеется в виду, конечно, Путин. Все надеются на то, что у него будет когда-нибудь это вот состояние дыхания Чейна Стокса. Надеюсь, не раньше, чем он окажется в Гааге. Почему советские люди так искренне горевали по поводу смерти Сталина, ведь почти в каждой семье были репрессированы? Ну, состояние неопределенности, я не помню. Недавно я читал, что советские люди разделились на 3 почти равные категории. Это те, кто осуществлял репрессии, те, кто помогал их осуществлять, стукачи, доносчики, и те, кто, в общем, страдал от этих репрессий, на кого они были направлены. На самом деле была еще одна большая категория, видимо, самая большая, это те, кто и делал вид, что его это не касается, и не вмешивался в этот процесс. Страх, испуг, неопределенность, люди не понимали, как им теперь жить. То есть это сложившийся уклад, когда над каждым из них был начальник там, спецслужб, начальник политический, идеологический. Вот как теперь будет устроена жизнь, всем было непонятно. Люди боялись репрессий за совершенные преступления. Очень многие советские чиновники понимали, что они совершали преступления, и они боялись ответственности. Очень многие люди, которые понимали, что это вот репрессивная машина, что она еще жива, что она может еще раз включиться. Ведь советские люди пережили несколько периодов мощных репрессий довоенных. Перемещения, выселения народов, целых народов, немцев до войны, сразу после войны, переселяли корейцев с Дальнего Востока в Казахстан. Люди боялись репрессий, боялись. В России только закончилась война, закончился по-настоящему голод. Люди боялись, что это может повториться. Тем более, что вот эта агрессивная идеологическая антизападная кампания была направлена и на создание чувства страха у людей, что эта война может опять начаться. Правда, пугали тем, что война может начаться, что Запад нападет на Советский Союз. Но большинство понимало, что это значит, что Советский Союз может напасть на Запад. Почему так много людей погибло в давке во время похорон Сталина? Ну, это объяснялось тем, что многие события регулировались вот этим, так сказать, вождем, который назначал, поручал, следил за исполнением. Когда вождя не стало, даже руководители страны потеряли, так сказать, ориентиры и не знали, что делать. Это было настолько плохо организованные похороны Сталина, что начиналась давка во многих местах, и люди погибали в этой давке. Плохо исполнялись приказы, просто в некоторых случаях отсутствовали сколько-нибудь разумные приказы. Какие изменения произошли в политическом и общественном климате СССР после смерти Сталина?
Ну, это был запрос, конечно, и общества, прекращения репрессий, и руководства. Потому что эти репрессии в первую очередь касались людей из окружения Сталина, которые на себе испытывали все это давление. И, кстати говоря, многие из окружения боялись того, что вот эта антисемитская кампания может плохо закончиться именно для них. Вот известный факт был в окружении Сталина такой человек Лазарь Моисеевич Каганович, который отказался, это был смелый поступок, он отказался подписывать вот это письмо с призывом, с обращением к Сталину, с призывом спасти еврейский народ, переселить его на Дальний Восток. Смелый поступок. Да. Константин Натанович, я вам задам последний вопрос на сегодня. Каково ваше мнение о наследии и последствиях правления Сталина для России и мировой политики? Ну, мы сейчас как раз этим занимаемся. Сталинский период Советского Союза. И это период создания такой огромной сети коммунистических партий. И это было похоже больше на такую инфекцию, которая поразила очень многие страны, которая приводила в каждом случае, где начиналось строительство социализма, коммунизма, приводила к бедности, к нищете, к божеству. Плюс к этому вот эти огромные агентурные сети спецслужб советских, которые старались быть еще более жестокими, чем КГБ. Вот, скажем, в Румынии, когда начался распад этой системы коммунистической и системы безопасности, этих секуритат, люди были настолько возмущены действиями этих спецслужб, что они просто ловили на улице этих сотрудников секуритата и убивали их, вешали. Известен случай, когда, мстя за убийство своего сына, человек поймал одного из руководителей, региональных руководителей вот этих секуритат, КГБ Румынии, и пытал его в течение нескольких дней. То есть это уже такое, знаете, сумасшествие, что ли, смещение сознания в область нечеловеческую. Это было очень опасно для человечества. То, что это закончилось, и это еще одна проблема. На самом деле с ликвидацией Советского Союза, с распадом Советского Союза все это не закончилось, все это существует в разных формах. Социалистические партии. Сегодня одна из таких партий, которая называет себя демократической, иногда прогрессистской, а по существу это социалистическая партия, находится у власти в Соединенных Штатах. И президент Соединенных Штатов сегодня, Джо Байден, говорит не об американской системе ценностей, равенства возможностей, он говорит о равенстве, о вот этой социалистической или даже коммунистической системе ценностей. Вот, так что влияние этого периода на мир было огромным. Спасибо вам огромное, Константин Натанович, за ваше мнение, за ваши знания. С вами очень приятно было.